удары по столицам, эвакуация, массированные обстрелы, арест военных России, требования Путина исполнено, экстренное заседание в Кремле. Зеленский приказал остановить боевые действия. Киев заявляет о скором финале войны. Военные в центре Москвы и госпереворот. На Западе заговорили об устранении Путина. Озвучены сценарии. Резонансный материал о смене власти. Президент приказал отступать. Войска развернуты назад. Трамп экстренно запросил помощь Пекина, скандал из-за позолоченных туалетов Орбана, удар Польши по Украине, сорван украинский флаг и сатанинский рейс запущен для туристов. Громкий скандал. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 2 июня на календаре. Вновь говорю всем спасибо, кто продолжает искать выпуски вручную из-за того, что новые видео вам не показываются автоматически. Отмечу, что в описании канала есть ссылка на мой Telegram, там пока публикую только ссылки на выпуски, в других мессенджерах меня нет. Так что можете подписываться и в Телеграме, и здесь, и не пропускать новые видео. Но опять же, по желанию. Я начинаю. Табу на русский язык. В украинском городе Полтава официально запретили весь русскоязычный контент в публичных местах. Соответствующее решение приняли в горсовете. Запрет действует в транспорте, кафе, ресторанах, театрах, на площадях, в торговых центрах и всех публичных местах. Исключение только узкий семейный круг. Фактически в общественных местах Полтавы нельзя слушать русскоязычную музыку, читать книги, показывать фильмы на русском. Также под запретом концерты, театральные постановки и любые культурно-образовательные мероприятия на языке РФ. Такая мера, говорят местные власти, вводится для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий и будет действовать, далее цитата, до полного прекращения оккупации территории Украины. Позолоченные туалеты Орбана. Премьер-министр Венгрии Мадер обвиняет бывшего премьера в растрате госбюджета на уборные в том числе. Он устроил экскурсию по главному офису венгерского Нацбанка в Будапеште, и, как пишут СМИ, Орбан называл экс-главу банка Матолчи своей правой рукой и не пожалел для своего друга 105 миллиардов форинтов, более 340 миллионов долларов на реставрацию банка. По словам Мадера, деньги на позолоту выделили из госказны. В банке позолочены даже уборные. Однако венгерский премьер-министр уверяет, стоимость золотой реставрации явно завышена. В настоящее время ведется расследование, не исключено, что подрядчику, который связан с бывшим главой Нацбанка, придется вернуть деньги. Вот золотистый держатель для туалетного ёршика, держатель для бумаги и даже мусорное ведро. На это ушли сотни миллионов форинтов. И если посмотреть на лифт, все золотистого цвета, как в Нью-Йорке 1920-х годов, словно у великого Гэтсби. Лифт выглядит точно так же. Срочное предупреждение, срыв переговоров. Иран отказывается говорить с Вашингтоном из-за Нетаньяху, который усилил удары по Ливану. Прекращение огня между Ираном и США без каких-либо оговорок считается всеобъемлющим прекращением огня на всех фронтах, включая Ливан, написал в соцсети глава МИД Ирана Аракчи. В противном случае, пишет иранское издание Тасним со ссылкой на официальные лица Тегерана, Ормузский пролив может быть снова заблокирован. По данным издания, Иран требует немедленного прекращения, далее цитата, агрессивных и варварских операций армии израильского режима в Газе и Ливане и заявляет о необходимости полного вывода войск с Ливана. Любое нарушение режима прекращения огня на одном из направлений будет рассматриваться как нарушение перемирия на всех фронтах. Ответственность за последствия любого нарушения режима прекращения огня возлагается на США и Израиль. В то же время премьер Израиля Нетаньяху сообщил, что он не собирается сворачивать военную кампанию в Ливане. Более того, приказал Цахал ударить по столице Ливана Бейруту. Не будет ситуации, при которой Хизбалла атакует наши города и наших граждан. Ее террористические штабы в Бейруте и Дахии не останутся вне зоны поражения. Мы продолжаем расширять наши действия на территории Южного Ливана, ликвидируя объекты Хизбаллы, ее боевиков и инфраструктуру. После этого Трамп срочно позвонил Нетаньяху. В своей соцсети True Social президент США сообщил про очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля. Никаких войск в Бейрут направлять не будут. Напротив, президент приказал отступать. Израильские войска развернуты назад, написал Трамп. Также в Белом доме уверяют, что переговоры с Тегераном продолжаются, по словам Трампа, быстрыми темпами. Кроме того, через высокопоставленных представителей у меня состоялся очень хороший разговор с Хизбаллой, и они согласились
полностью прекратить огонь. Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль. В столице Ливана, Бейруте, на фоне угроз Нетаньяху паника, люди массово выезжают из города, происходит эвакуация, чтобы не попасть под обстрелы Израиля. По данным СМИ, накануне южный пригород Бейрута, который считается одним из главных опорных пунктов Хизбаллы, парализовали огромные пробки. Трамп загнан в тупик. Его легкомысленные заявления о быстрых победах в Украине, Газе и в Иране обернулись пощечиной. Прежний тон резко сменился на жесткий. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Трамп застрял сразу на 3 фронтах. Ни один из конфликтов не удалось довести до победного финала, о чем так активно говорил американский лидер. В публикации напоминают, в Украине Трамп обещал мир за 24 часа, но спустя более года переговоры буксуют, а Москва и Киев по-прежнему далеки от соглашения. В Иране после военных ударов США не добились ни отказа Тегерана от ядерной программы, ни капитуляции, на которую рассчитывал Белый дом. В Газе провалились планы по разоружению Хамас и быстрому восстановлению региона. В итоге президент, который рассчитывал на быстрые победы, оказался в затяжном геополитическом тупике, говорится в публикации. Цитирую. Некоторые эксперты считают, что проблема коренится в фундаментальном непонимании природы американской силы. Как недавно сказал один из близких помощников мистера Трампа, уничтожение ядерных объектов с воздуха – это то, что у Америки получается лучше всего. А вот контролировать политические процессы в таких странах, как Иран, Россия и Украина – это то, что Соединенные Штаты делают хуже всего. В то же время Трамп экстренно запросил помощь Китая. Издание South China Morning Post раскрывает последние детали переговоров в Пекине. Именно тогда президент США лично попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Путина и вернуть Россию за стол переговоров с Украиной, говорится в публикации. Также процитирую. Этот призыв отражал очевидную потребность Вашингтона привлечь Пекин к усилиям по прекращению войны, конфликта, который Трамп сделал одним из центральных пунктов своей внешнеполитической повестки после возвращения в Белый дом в прошлом году. Россия заявила о поражении США. Официальное заявление МИД РФ звучит именно так. В Москве решили оценить военную операцию не России, а Штатов на Ближнем Востоке. Замглавы МИД РФ Борисенко заявил, что Вашингтон не смог добиться победы над Тегераном. По его словам, война против Ирана продемонстрировала всему миру слабость Штатов и ограниченность их возможностей. Российский дипломат также подчеркнул, что после завершения кризиса страны Ближнего Востока могут получить шанс создать новую систему региональной безопасности без внешнего вмешательства. В Москве считают, что именно такой сценарий должен стать итогом урегулирования вокруг Ирана. Соединенные Штаты не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли, раз они не смогли победить. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр-Бровди, руководитель ГУР Украины Иващенко и командир бригады беспилотных систем Птахи Мадяра Клименко арестованы заочно и Россией. Такой вердикт прозвучал накануне. Путин экстренно собрал совещание в Кремле, провел его и в закрытом режиме. Украинских военных, которых Москва решила заочно арестовать, обвиняют в ударе по Старобельску. Путин заявил, что готовит ответ. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым. Зеленский при этом накануне уже в 4-й раз предупредил украинцев о подготовке России массированного удара. На этом фоне мониторинговые каналы уже вечером 1 июня заявили о высокой вероятности комбинированной атаки по Украине. В приоритете Киев и область, а также города на западе Украины. И уже за полночь началась атака дронами с 5 направлений. После крылатой ракеты с флота РФ из Новороссийска, взлет стратегической авиации, снова пуски ракет, удары баллистикой, в том числе цирконами по Киеву. Ракетные удары наносились и по Днепру, Запорожью, Харькову, Чернигову, Черкасам, Сумской области, Полтавской, Николаеву и не только. Лишь в одном Киеве несколько десятков взрывов, буквально штурм с воздуха. Там после удара в части столицы пропал свет. Во многих городах после прилетов масштабные пожары и разрушения, в том числе среди жилой застройки. Власти заявляют о первых пострадавших от удара. Детальнее о последствиях и реакции в следующем выпуске. Угроза Путину, военные у Кремля и попытка госпереворота. На Западе заговорили об устранении Путина и возможной смене власти в России. О таком сценарии заговора пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман.
Он уточняет, что война против Украины все больше напоминает исторические конфликты, после которых российские лидеры теряли власть. Автор обращает внимание, что спустя годы войны Москва не добилась поставленных целей, а боевые действия уже напрямую бьют по самой России. Рахман пишет, что поражение в русско-японской войне стало катализатором революции 1905 года, неудачи в Первой мировой стали прологом к революции 1917 года, провал Хрущева в Карибском кризисе стал одним из факторов, который стоил ему власти, а афганская война стала одним из факторов распада СССР. Financial Times пишет, что сегодня в российской элите уже появляются признаки недовольства войной и звучат призывы искать путь к переговорам. Авторы считают массовые протесты бесперспективными, все предыдущие попытки были подавлены, а лидеры оппозиции оказались в тюрьме, изгнании или были убиты. Гораздо более опасным для Кремля автор называет раскол внутри элит или выступление людей с оружием. Именно поэтому самым серьезным вызовом власти Путина за последние четверть века он считает мятеж Евгения Пригожина летом 2023 года. Вооруженные люди имеют больше шансов свергнуть Путина, чем безоружные граждане. Мятеж 23 года под руководством Евгения Пригожина, основателя группы «Вагнер», стал самым близким моментом к потере власти Путиным за все время его президентства, начавшегося в декабре 1999 года. Однако этот мятеж провалился, а вскоре после него Пригожин погиб в авиакатастрофе, обстоятельства которой нельзя назвать особенно загадочными. В то же время война должна закончиться как можно скорее. Зеленский приказал остановить боевые действия и сделать это в кратчайшие сроки. И это реальность, говорит новый глава его офиса Буданов. Такое поручение дал президент попытаться завершить эту войну как можно скорее. И я подтверждаю, что это действительно его стремление. Как можно быстрее прекратить боевые действия, желательно еще до наступления зимы. Я, как глава Офиса президента, безусловно, сделаю все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины. На мой взгляд, это абсолютно правильное, своевременное и продуманное решение. Удар Польши по Украине. Зеленский должен извиниться. Новый виток напряжения между Варшавой и Киевом. Глава Бюро международной политики Марцин Пшидач потребовал от Банковой лично объясниться перед президентом Польши Каролем Навроцким после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почетное название «Героев УПА». В Варшаве назвали это решение скандальным, а новый президент Польши уже предложил лишить Зеленского высшей государственной награды страны Ордена Белого Орла. Польские власти также предупредили, что не поймут премьера Туска, если тот решит заблокировать решение о лишении Зеленского награды. Цитирую. «Это была бы блокада. Я не могу себе этого представить из уважения к более чем 100 тысячам убитых поляков и их семей. Мне кажется, что у Дональда Туска должно быть элементарное чутье в этом вопросе, и он не встанет на сторону так называемых героев УПА, а встанет на сторону польских жертв». Дальше больше. Сорван украинский флаг. В польском Люблине власти сняли прапор со здания мэрии. В ратуше заявили, что прославление УПА оскорбляет память польских жертв, и поддержали жесткую позицию Варшавы. Несмотря на снятие флага, Люблинская ратуша заявляет, что город остается союзником Киева в борьбе за независимость и территориальную целостность. «Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с народом, который стал жертвой неспровоцированной агрессии», написал городской совет, одновременно пообещав последовательно требовать уважения к исторической правде. В то же время экс-посол Польши вернул орден, врученный Зеленским, также из-за этого скандала. А ранее экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет носить на груди флаг Украины, также в знак протеста. Отмечу, МИД Украины заявлял, что присвоение воинской части имени героев УПА не было направлено против поляков. Нужны срочные меры от украинского Минобороны, иначе реформа мобилизации провалится. Омбудсмен Лубенец заявил, что власти до сих пор игнорируют системные нарушения прав человека. По его словам, еще 3 недели назад он потребовал создать при Минобороны рабочую группу с участием парламента и офиса омбудсмена для реагирования на жалобы мобилизованных и их семей, однако группу так и не создали. При этом жалобы от украинцев, говорит Лубенец, продолжают поступать. В своей публикации он прикрепил очередное видеодоказательство. Это кадры из Днепра. Сотрудники ТЦК в балаклавах пытаются мобилизовать молодого мужчину. Хотя, по словам Лубенца, в Минобороны уверяли, что
Больше не будет рейдов в балаклавах. Нельзя требовать от людей добросовестного исполнения обязанностей, считает украинский омбудсмен, если государство не обеспечивает соблюдение их прав. Вместо этого я продолжаю получать обращения относительно системных нарушений прав человека. На практике мы видим, применение силы продолжается, задержания граждан продолжаются, изъятие личных вещей тоже. И самое циничное, это все делают в балаклавах. Автобус ВАТ возвращается. В Польше снова запускают скандальный маршрут номер 666 до курортного города Хель на Балтийском море. Несколько лет назад номер рейса изменили на 669 после протестов религиозных активистов, которые обвинили перевозчиков в пропаганде сатанизма. Причиной стала игра слов. Название курорта Хель созвучно английскому Hell – ад, а число 666 считается библейским числом зверя. Теперь компания Flixbus возвращает легендарный номер. Новый маршрут номер 666 соединит Краков и Хель, пройдет через Варшаву и популярные курорты Хельской косы. Поездка займет около 13 часов, сообщает Independent. Город Хель – один из самых популярных морских курортов Польши. Напомню, летом его ежедневно посещают десятки тысяч туристов, хотя постоянно в городе живут всего около 3000 человек. Представитель Flixbus Александр Калиник сообщил польскому изданию TVN24, номер 666 был выбран намеренно как элемент маркетинговой коммуникации, призванный повысить узнаваемость маршрута на популярном туристическом направлении в Хель. ЕС может выдворить мигрантов в Центральную Азию. Евросоюз готовит новую миграционную схему и рассматривает Казахстан и Узбекистан как возможные площадки для открытия депортационных центров. По данным политика, в Брюсселе рассматривают 8-10 стран за пределами ЕС, куда смогут отправлять мигрантов, получивших отказ в убежище. Проект продвигают Нидерланды, Германия, Австрия, Дания и Греция, пишет издание. В обмен потенциальным партнерам могут предложить финансовую помощь, инвестиции и послабление в визовом режиме. Переговоры пока держат в секрете из-за скандала вокруг аналогичных миграционных схем в Руанде и Албании. Однако европейские дипломаты уже заявляют, что до конца года ЕС хочет найти хотя бы одну страну, готовую перейти к реальным переговорам. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Напомню, мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. До встречи уже завтра.